теплый рельефный узор, подойдет для вязаных свитеров, кардиганов, может быть шапочек или снудов. Набираю для узора нечетное число петель на спице. Я набрала на спице 15 петель и перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд это будет установочный, в раппорт он не входит. Итак, первую петлю снимаю, это кромочная. Снимаю ее не провязанной, увожу нить за работу. И дальше вяжу просто резинкой 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И лицевые, и изнаночные петли я вяжу классическим способом, не бабушкиным и не восточным. Про разницу этих методов провязывания петель можете посмотреть у меня в видео внизу, будет в описании, либо вот здесь по подсказке. Дохожу до конца ряда, остается 2 петли, заканчивается узор лицевой петлей симметрии и последняя петля кромочная, ее я тоже всегда провязываю лицевую. Можете провязывать так, как вам удобно. Разворачиваю вязание и дальше перехожу уже к самому раппорту. Итак, первый ряд раппорта, это будет изнаночная сторона. Первую петлю сбрасываю, это кромочная, не провязанная, и дальше продолжаю работать резинкой 1 на 1. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Работаю так до конца ряда. Заканчивается этот узор изнаночной петлей, это петля симметрии, и последняя петля кромочная, кромочную вяжу лицевой. Второй ряд узора, лицевая сторона. Итак, сбрасываю первую петлю, это кромочная, сбрасываю ее не провязанной, и дальше вяжу следующим образом. 1 лицевая, следующую петлю снимаю не провязанной, нить на правой спице, получается изнаночную петлю я снимаю с накидом. Итак, 1 лицевая, снимаю петлю с накидом не провязанной, 1 лицевая и снимаю петлю с накидом не провязанной, 1 лицевая, снимаю, 1 лицевая, снимаю, 1 лицевая, снимаю. Заканчивается этот узор лицевой петлей симметрии и кромочная. Кромочную я делаю тоже лицевой. Разворачиваю вязание и перехожу к третьему ряду узора. Третий ряд узора изнаночная сторона. Итак, кромочную сбрасываю не провязанной и дальше работаю следующим образом. 1 изнаночная. Здесь у меня идет 2 петли, лицевая и накид, сброшенный в предыдущем ряду. Эти 2 петли сбрасываю и добавляю к ним второй накид. Нить все так же на правой спице. Вот так должно получиться. Получается уже 3 петли. Снова 1 изнаночная, лицевую с накидом, сбрасываю не провязанной и добавляю еще 1 накид. 1 изнаночная. Повторяю так до конца ряда. Сбрасываю, 1 изнаночная. Снова сбрасываю, снова 1 изнаночная. Сбрасываю, 1 изнаночная. Сбрасываю. Заканчивается этот узор изнаночной петлей. И последняя петля кромочная, ее вяжу лицевой. И последний, 4-й ряд, лицевая сторона.
четвертый ряд раппорта. Первую петлю снимаю, это кромочная, снимаю не провязанный и вяжу следующим образом. 1 лицевая и 3 петли, петля и 2 накида. Их провязываю вместе изнаночной. Снова 1 лицевая, провязываю 3 петли изнаночной. 1 лицевая, провязываю 3 петли изнаночной. Снова 1 лицевая и провязываю 3 петли изнаночной. 1 лицевая и снова провязываю. 1 лицевая, 3 петли вместе изнаночной. 1 лицевая. И кромочную опять делаю лицевую. Итак, 4 ряда раппорта я связала. И дальше просто повторяю с 1 по 4 ряд. Возвращаясь к первому ряду. Давайте я провяжу еще раз этот раппорт в высоту. Итак, первый ряд раппорта, он же 5-й ряд, это будет 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночная сторона это лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Второй ряд, лицевая сторона. Лицевая, изнаночную снимаю с накидом, не провязанной. Лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая и кромочная. Третий ряд, изнаночная сторона. Кромочную снимаю, изнаночная, 2 петли снимаю с накидом, изнаночная, 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 снимаю с накидом, изнаночная и кромочная. Четвертый ряд, лицевая сторона. Лицевая, 3 петли вместе изнанкой, лицевая, 3 петли вместе изнаночной, 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 лицевая и 3 петли вместе изнаночной, лицевая и кромочная. Ну и работаю так, повторяю с 1 по 4 ряд на нужную высоту. Небольшой образец этим узором в высоту я закончила. Вот посмотрите, лицевая сторона, фактурная, объемная и техническая сторона, она же изнанка. Здесь тоже все красиво. Фото изделий, связанных этим узором, я для вас вставлю. Там будет машинная вязка, но я вот вязала на спицах, как видите, у меня тоже все получилось. Я рекомендую при исполнении этого узора брать спицы потолще. Например, максимальный номер спиц из рекомендованных к вашей пряже, из которой вы будете вязать. И тогда узор получится объемным и рыхлым. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо большое за ваши лайки. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе следующих видео. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.